Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Друзья, сегодня хочу вас познакомить с настоящей русской кухней. Будем готовить кулебяку с рыбой. Это визитная карточка русской кухни, ребята. Рецепт взял в поваренной книге Елены Ивановны Малаховец «Подарок молодым хозяйкам». Друзья, очень классный рецепт, но придется немножко заморочиться, потому что такое... Короче, рецепт средней сложности. И придется заменить один ингредиент. Это смоленская крупа. Смоленскую крупу сейчас не производят. Вы меня спросите, что ж такое смоленская крупа? А я вам расскажу. Смоленская крупа готовилась из обыкновенной гречи. Она обкатывалась до размера макового зернышка. Но если провести параллель, это вот из пшеничной крупы получается манка, а вот из гречки получалась смоленская крупа. Так что я заменю ее обыкновенной гречкой. Вот ингредиенты, друзья, готовим. Просеиваем в чашу половину от подготовленной муки. Добавляем все дрожжи. Хорошенько перемешиваем. Вливаем в муку теплое молоко. Молоко должно быть примерно 40 градусов. Замешиваем тесто вначале лопаткой, а потом можно и руками. Сильно вымешивать не надо. Как только вся мука вошла в тесто, накрываем крышкой и оставляем в покое, чтобы тесто поднялось. Пока тесто поднимается, на плиту ставим сотейник, вливаем стакан воды, ждем, когда закипит, затем всыпаем в кипящую воду тщательно промытую гречку. Добавляем чайную ложку соли, убавляем температуру на минимальную, добавляем 100 граммов сливочного масла, накрываем крышкой и готовим на минимальном огне до тех пор, пока гречка полностью не приготовится и не впитает в себя всю влагу. Пока у нас есть время, подготовим остальные ингредиенты. Мелким кубиком нарезаем лук, мелко рубим укроп. Белую рыбу, у меня сегодня треска, нарезаем на средние куски, примерно вот так. С красной рыбы у меня сегодня кита. Убираем все косточки, убираем также кожу и отрезаем кусок филе такого размера, каким будет длина нашей кулебяки. Оставшиеся кусочки пойдут как дополнение. Тем временем сварилась гречка. Смотрите, какая она рассыпчатая. Ее уже можно есть просто как кашу, и она очень вкусная. Так как теперь нам нужно гречку измельчить, я ее перекладываю в другую кастрюлю, чтобы не портить в сотейнике антипригарное покрытие. И теперь при помощи погружного блендера измельчаем в пюре. Вот такой консистенции она получается. Опять переходим к плите, на сковороде растапливаем сливочное масло, выкладываем туда лук и обжариваем его до золотистости. Затем добавляем кусочки белой рыбы. Обжариваем рыбку до готовности, но не пересушивайте. Туда же добавляем укроп. Опять обжариваем. Как только рыба обжарилась, добавляем гречку, немного подсушиваем. Соль в рыбу я не добавлял, так как гречка у нас соленая. Выключаем плиту, а в эту кашу добавляем одно сырое яйцо. Хорошенько перемешиваем. Убираем с плиты и даем спокойно остыть. Кстати, она уже очень вкусная. Тем временем прошел час, тесто увеличилось. Добавляем к нему 3 желтка, мягкое сливочное масло комнатной температуры, половина муки, которая у нас осталась, добавляем соль, хорошенько перемешиваем, просеиваем эту муку к тесту и начинаем замешивать тесто для нашей кулебяки. Когда тесто соберется в комок, переносим на стол и продолжаем вымешивать. Вымешиваем хорошенько, чтобы тесто стало однородным, эластичным, мягким. Кстати, работать с этим тестом одно удовольствие. Оно получается очень классное. Вот смотрите, какое оно мягкое, какое оно приятное и однородное. Перекладываем его в чашу, накрываем крышкой и даем ему еще раз подняться в течение примерно часа, может 1,5. У меня прошел 1 час. Достаем тесто. Делим его на 2 равные части. Одну часть подкатываем в шар и убираем в сторону, а со второй начинаем работать. Тоже подкатываем ее в шар и при помощи скалки раскатываем в прямоугольник. По крайней мере, стараемся раскатать в прямоугольник. Как видите, у меня это получилось.
Подготовленную кашу делим на 4 части, так как я буду готовить 2 кулебяки. Берем 1/4 часть, выкладываем в центр теста и при помощи рук аккуратно распределяем по центру. Вот таким образом. Теперь сверху выкладываем красную рыбу. 1 кусочек и 2 кусочка, которые у нас получились, ну как бы, из обрезков. Получается вот так вот идеально. Немножко подсаливаем. Добавляем чуть-чуть перца. Сверху выкладываем еще четверть каши. Распределяем аккуратно. Вот эти полосочки обрежем. Они нам пригодятся для украшения. И собираем кулебяку. Собираем тесто кверху и слепляем вот таким образом. Перекладываем на противень швом вниз. Противень я заранее застелил силиконовым пергаментом. Теперь я хочу украсить свои кулебяки. Для этого можно сделать очень простое украшение. Раскатать в колбаску обрезки, которые мы оставили. Нужно сделать вот такой типа шнурок. Потом при помощи скалки расплющить. Может, у меня не очень аккуратно получается, у вас получится лучше. И при помощи ножа делаем вот такие вот надрезы. С одной стороны и с другой. И я украшаю вот таким образом кулебяку. В результате получается вот такая красота. Теперь смазываем кулебяки с желтком. В желток я добавил 2 столовые ложки холодной воды. Тщательно перемешал и теперь смазываю кулебяки. Подготовленные кулебяки отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, нагрев вверх-вниз, и выпекаем их 40 минут. Через 40 минут достаем противень из духовки, даем кулебякам отдохнуть 10 минут и зовем домочадцев угощаться. Давайте посмотрим, что у нас получилось внутри. Отрезаем кусочек. Еще один кусочек. Ну вот смотрите, какая красота. Ой, как аппетитно. Скажу вам, запах просто шикарный. Пробуем на вкус. Ну что сказать, это обалденный рецепт. Сочетание всех вот этих вот ингредиентов, это просто прям взрыв мозга. Обязательно приготовьте, порадуйте своих родных и близких. Кстати, и тесто шикарнейшее. Его можно использовать для приготовления даже пирожков. Попробуйте, приготовьте. Ну а я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока.